Виртуальная реальность и дополненная реальность – технологии, которые на данный момент идут рука об руку. Разница между ними лишь в том, что дополненная реальность гораздо более реальна, чем виртуальная. За последние годы резко возросло количество аниме-сериалов, использующих в качестве сюжетной основы виртуальную реальность. Этот концепт невероятно привлекателен, но существующие технологии не позволяют его воплотить в жизнь. То, что сейчас называется виртуальная реальность, так же близко к идеалу, как и функция со смешным названием «автопилот» в машинах Tesla, которая на самом деле является всего лишь распухшим круиз-контролем. На мой взгляд, виртуальная реальность находится в тупике, так как используется неправильный подход к ее реализации. Сенсорная депривация – плохая идея, ведь наши органы чувств используются в качестве костылей. Рабочие экземпляры, основывающиеся на подобных принципах, уже существовали в конце 80-х годов. И от современных вариантов они отличаются только разрешением и качеством трекинга положения головы в пространстве. До тех пор, пока не будет найден абсолютно новый подход, позволяющий работать с мозгом напрямую, замещая органы восприятия человека, виртуальная реальность так и будет дорогой игрушкой на пару недель в год. Совсем по-другому выглядит младшая сестра виртуальной реальности – дополненная реальность. Эту технологию можно реализовать даже в настоящий момент, и через 3-4 года дополненная реальность станет частью нашей жизни. К этому есть все экономические, социальные и научные предпосылки. Рынок смартфонов находится в стагнации, и все технологические гиганты активно инвестируют в развитие того, что принято называть «the next big thing». И вот на грани возникновения новой штуки, которая, несомненно, изменит нашу жизнь, очень интересно узнать, как же этот концепт выглядел в японской анимации. Да практически никак. На данный момент существует всего 3 аниме, в которых центральным сюжетным элементом служит дополненная реальность. Полнометражный фильм по вселенной САО под названием Ordinal Scale, в котором Кавахара продолжает эксплуатировать свою магическую атмосферу. Axel World — тоже детище Кавахары, где на принципе работы тоже не особо зацикливаются. И Den Coil. И если первые 2 поделки являются типичным творчеством Кавахары, где основную экспозицию нам рассказывают посредством диалогов в ресторане, а технологические концепты слишком далеки от реальности, то третий сериал в корне от них отличается. Den Coil — один из лучших примеров того, как нужно погружать зрителей в фантастический мир. В отличие от САО, где большая часть экспозиции, как я уже говорил, раскрывается либо в диалоге между одноразовым персонажем и главным героем в ресторане, либо тупо закадровым голосом, в Den Coil зритель познает мир через главного героя. Девочку 11 лет по имени Оконоги Юко. И нет, она не стала тем самым персонажем, который ничего не знает и существует просто для того, чтобы задавать вопросы, которые могут возникнуть у зрителя. Она с раннего детства пользуется очками дополненной реальности, но проблема в том, что до начала сюжета она жила на отшибе. Поэтому ей неизвестны некоторые специфичные детали виртуальной жизни в столице развивающейся технологии городе Дайкоку, в который переезжает ее семья в первом эпизоде.
なぜ俺をこのビデオにいないか。君が約束を破った。この約束が俺と関係ない。どうやら君が俺の弱点がしている。でも無駄だ。まあ俺が2つの弱点をしている。何？なぜしている？ここからで君が俺たちの敵だ。История начинается на пути от вокзала к дому, где Юко и ее младшая сестра сталкиваются с компьютерным вирусом, которого преследует виртуальный пес, питомец девочки. Эта арка знакомит нас с базовыми принципами работы вселенной и некоторыми второстепенными персонажами, вокруг которых впоследствии будет развиваться сюжет. Примечательно то, как всего лишь одно событие раскрывает не только суть технологий, но и характеры персонажей, их взаимоотношения и частично предысторию. В дальнейшем нас ближе знакомят с младшей сестрой главной героини, Окуноги Кёко, которая на какое-то время становится двигателем сюжета, привнося элемент хаоса, когда она принимает различные неразумные, на первый взгляд, решения своим детским мозгом. И ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же это такое? Да. Начало сериала очень сильно напоминает фильм студии Гибли «Тонари но Тоторо». И схожесть не только во взаимоотношениях старшей и младшей сестры, но и в их характерах, а также ролях в сюжете. Тем не менее, я считаю, что это вполне можно простить, ведь на третьей серии поразительная схожесть исчезает. После этого нас погружают в теорию заговора и по-настоящему интересные приключения. В фантастике больше всего я ценю тщательно проработанный мир. На примере Dead No Coil можно заметить, что некоторые мелкие детали не требуют объяснения. Не всегда понятно, как конкретно что-то работает, но зато чувствуется, что автор это точно продумал, а нам просто решил не рассказывать. Недосказанность создает ощущение бесконечной глубины мира, но только если она используется в меру. Если подходить к оценке проработки технологий строго, то, конечно, можно найти определенные несуразицы. Почему владелец питомца не может просто его заспавнить рядом с собой, если тот убежал? Зачем компьютерные вирусы превращаются в некое осязаемое подобие живых существ? Почему эти страшные создания, которые называются... ведут себя так, будто опираются на зрение, ведь это внутренняя программа антивирус платформы дополненной реальности, у которой наверняка есть доступ к низкоуровневому коду. А это значит, что ей не нужно патрулировать местности и надеяться наткнуться на какой-то баг. Да и вообще, зачем ее визуализировать? Залезь нахрен обратно, блядь! Дебил, блядь. Подобных вопросов можно напридумывать еще много, но смысла в этом особо нет. Очевидно, что визуализация вирусов и антивирусов, а также различных программных элементов, используется с целью придания образности и художественности. Вне таких условий сюжет был бы просто скучным, а то, что получается внутри них, воспринимается как настоящее приключение. Тем не менее, стоит отметить то, насколько реалистично выглядят технологии в Dead No Coil. Удивительно правдивость отображения техники уже совсем недалекого будущего в сериале, который вышел еще до превращения всех телефонов в один большой экран. Конечно, тогда уже говорили о дополненной реальности, и, возможно, даже были какие-то прототипы. Но это не было такой распространенной и избитой темой в фантастике, как, например, вопрос искусственного интеллекта и кибернетизации человека. Единственное, что на данный момент
момент невозможно, это тактильный отклик при контакте с виртуальными предметами и сущностями. Есть еще одна проблема с перспективным размещением объектов. На данный момент она не решена, но решение этой проблемы уже само напрашивается. Как вариант, можно использовать лазерные сканеры, широко применяемые в архитектуре, которые строят трехмерную модель сканируемого пространства. После сканирования виртуальный объект можно размещать в этой модели и в соответствии с позицией наблюдателя оценивать его видимость. Дэнел Койл — прекрасный пример приключенческого сериала, события которого происходят в хорошо продуманном, пока еще фантастическом мире. Я надеюсь, когда-нибудь у нас появится возможность сыграть в игру, построенную на таких же принципах, как и сюжет в этом аниме. Но на данный момент мы можем только довольствоваться покемонами или различными технодемками, которые приоткрывают дверь в ближайшее будущее. Я выкладываю видео каждое воскресенье строго, без задержек. Я пользуюсь лучшей техникой. Аппаратура достойная топ-1 качества. Ладно. Это все, конечно, очень весело.